Здравствуйте, с вами я, Сергей Ли, и в этом видео я вам расскажу, как возникает храп. Проблема храпа достаточно сложна, не существует универсального метода лечения, который подошел бы каждому храпуну. Есть много переменных, которые влияют на храп, поэтому только после тщательного анализа всех факторов можно говорить, что поможет конкретному человеку, а что нет. Если вы пытаетесь решить проблему храпа и остановок дыхания во сне, прежде всего нужно понимать, как это заболевание возникает. Тогда вы сможете критически мыслить и, опираясь на факты и здравый смысл, отличить эффективные методы лечения от фейка. Итак, храп связан с дыханием, поэтому вам необходимо знать несколько ключевых моментов о дыхательных путях. Воздушный поток входит в наши легкие и выходит из них через несколько уровней дыхательных путей. Верхний уровень включает нос, рот и глотку. Нас будет интересовать именно этот уровень. Верхние дыхательные пути – это уникальная структура, так как они участвуют не только в дыхании, но и в глотании и речи. Для того, чтобы проглотить пищу, глотка, а это часть дыхательных путей, должна сжаться и протолкнуть еду в пищевод. Во время речи для образования звуков верхние дыхательные пути принимают самые разнообразные формы. Давайте посмотрим видео, на котором известный музыкант исполняет битбокс. Если вы не знаете, что такое битбокс, это исполнение звуков, используя только рот, язык, губы и голос. Посмотрите, как двигаются язык, мягкое небо и глотка. Я буду делать паузу, чтобы акцентировать ваше внимание на то, что в определенные моменты дыхательные пути перекрываются на разных уровнях. If your mother only knew, if your mother only knew the beat and the chorus at the same time. Вот тут на уровне мягкого неба. If your mother only knew, if your mother Вот здесь на уровне мягкого неба и языка. Вот тут перекрытие в области глотки. А вот тут дыхательные пути перекрываются на всех участках сразу. Для выполнения всех этих функций верхние дыхательные пути не имеют каркаса и состоят из мягких тканей и мышц. Мышцы постоянно адаптируют дыхательные пути под необходимое действие, будь то глотание, речь, дыхание или битбокс. Однако такая гибкость может создавать проблему для дыхания, особенно во сне. Во время вдоха воздух засасывается в легкие через эту гибкую трубку. Воздушный поток устремляется через нос, рот и глотку в легкие. Возникшая при этом сила тяги способствует сужению и спадению эластичных дыхательных путей. Чтобы предотвратить такое сужение, мышцы, расширяющие глотку, должны быть в тонусе и поддерживать открытое состояние дыхательных путей. За координацию мышечной активности, поддерживающей открытость глотки, отвечает специальный центр в мозге. За доли секунды перед вдохом мозг посылает сигнал мышцам, чтобы они пришли в тонус, шире открыли дыхательные пути и противостояли силе воздушной тяги во время вдоха. Затем сокращается главная дыхательная мышца, диафрагма, и воздух засасывается в легкие через предварительно расширенные дыхательные пути. Кстати, из-за нескоординированной работы диафрагмы и мышц, расширяющих верхние дыхательные пути, возникает икота. Эй, Вилли, я тут кое-что обнаружил. Что? Я как Элла Фицджеральд. Процесс выдоха намного проще. Мышцы расслабляются, и растянутые легкие в силу своей эластичности сжимаются. Воздух при этом выталкивается наружу, как из воздушного шарика. У всех нас верхние дыхательные пути сужаются, когда мы ложимся и засыпаем. Это возникает в результате расслабления мышц глотки и вследствие западения языка под действием силы тяжести. Однако у большинства из нас это не мешает воздушному потоку. У некоторых такое сужение приводит к частичному перекрытию дыхательных путей. При этом воздушный поток встречает на своем пути преграду, и в самом узком месте его скорость возрастает. Это заставляет мягкие ткани глотки вибрировать и издавать всем известный звук храпа.
При полной блокировке дыхательных путей воздушный поток полностью останавливается. Такое состояние называется обструктивное апноэ. Об этом вы узнаете подробнее в других моих видео. Место, где возникает храп, может различаться у разных людей. Помните битбокс? И это очень важный момент, так как разные методы лечения могут быть направлены на разные области дыхательных путей. Например, полоски лейкопластыря на нос вам никак не помогут, если причина вашего храпа располагается в области мягкого неба. А операция на мягком небе может быть бесполезна, если причина располагается ниже, в области корня языка. Чаще всего самое узкое место располагается там, где встречается мягкое небо, язычок и корень языка. Давайте подытожим. Из этого видео стоит запомнить, что при возникновении храпа главные роли играют верхние дыхательные пути, точнее их способность податься, мышцы, отвечающие за их расширение, и нервные импульсы, регулирующие тонус этих мышц. Пока что это звучит не совсем понятно, но это основы, которые помогут вам разобраться в теме. В следующем видео мы разберем, почему же некоторые люди храпят и какие факторы этому способствуют. Если это видео показалось вам полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.